Ну что, всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о таком девайсе, как Powerbank. Или Powerbank, как правильно там поправьте. На сегодняшний день у всех столько гаджетов, уже даже трусы, по-моему, с подогревом, там, с USB зарядками, поэтому вещь в целом очень необходимая в хозяйстве. Сегодня я вам покажу парочку пауэрбэнков из Поднебесной. Ну, об одном расскажу поподробнее, а второй так просто покажу, тоже неплохой вариант. А в конце видео мы с вами разберемся, стоит ли вообще заказывать эти пауэрбэнки или пауэрбанки со всем известного сайта, либо проще сходить в ближайший магазин и купить его там. Ну а пока я буду вам показывать и рассказывать, поставьте лайк и подпишитесь. Итак, есть вот у меня два вот таких вот девайса. Я об этом расскажу поподробнее, а сейчас быстренько пробежимся по этому. Такой неплохой пауэрбанк с отличным, очень замечательным фонариком на два выхода, то есть здесь 1 ампер и 2 ампера. Он не имеет ни быстрой зарядки, ничего на своем борту, но при этом его емкость составляет где-то 15 тысяч мА. Также имеется типа солнечная панелька, но по факту это все муляж. То есть в этой панельке работает только одно окошечко, и оно просто подсвечивает светодиод. Так что если вы думаете, что он будет заряжать от солнца, то вы сильно в этом ошибаетесь. Не будет он заряжаться. Сложность этого устройства в том, что его, чтобы собрать, вам понадобится либо точная сварка, либо паяльник. Здесь элементы нужно либо спаивать, либо сваривать. Это уже кому как удобно. В отличие от вот этого. Потому что в этом у нас имеются вот такие вот слоты, куда вставляются элементы 18650. Кстати, этот тоже собирается на таких же элементах, на 18650. Здесь их 5 штук. В этом же устройстве их 12. Но об этом мы сегодня не будем говорить, я его отложу в сторону. Я хотел бы поговорить вот об таком. Довольно удобный пауэрбанк. Приезжает вот с таким вот шнурочком. Цена его примерно $8. Кнопочка включения такая в виде молнии, ну, очень классно реализован. На борту имеет беспроводную зарядку, которая, кстати, поддерживает быструю зарядку. Также имеется два USB Type-A, USB-C для зарядки и мини-USB. USB-C, кстати, двухсторонний, то есть можно через него как и заряжать сам Powerbank, также и можно заряжать устройство. Заряжает очень быстро, в целом я ним очень доволен, но он имеет также ряд недостатков. Сейчас я в него поставлю батареечку и все вам покажу. Как я уже говорил ранее, сюда влезает 12 аккумуляторов типа размера 18650. Для того, чтобы их сюда установить, вы должны знать несколько правил простых. Кто не знает, как подключать аккумуляторы параллельно, потому что в данном девайсе они все подключены параллельно. Посмотрите мое видео об этом, ссылочка где-то здесь будет. Итак, проверяем. Минус, плюс. Вставляем. И включаем. Если вам видно, он показывает 0%. Для того, чтобы его активировать, его необходимо подключить к зарядному устройству. Как я уже сказал, данный девайс имеет быструю зарядку, как беспроводную, так и проводную, что очень удобно. Также имеется фонарик, но он такой себе посредственный, но в принципе, если вы хотите что-то осветить, вы можете его поставить вот так на ребро, на эти диодики одеть колпачок от вашей сгоревшей лампы светодиодной, и в целом вы получите такой неплохой ночничок практически с вечным зарядом. Какие же его плюсы? Плюс его в том, что в целом небольшая цена, но он приходит без аккумуляторов. Теперь давайте разберемся, если мы купим в него 12 аккумуляторов. Если вы будете покупать новые аккумуляторы, то цена этого девайса вам обойдется в итоге примерно в $70. За эти деньги можно купить два пауэрбанка на такую емкость. Заявлено здесь 36 тысяч мА, что равносильно тому, если вы возьмете 12 аккумуляторов емкостью в 3000, при параллельном соединении, как вы знаете, емкость складывается.
То есть мы получим 36 тысяч. Но это мнимые 36 тысяч. Почему? Аккумулятор имеет 4 вольта, 4,2 в полностью заряженном состоянии и 3 вольта в полностью разряженном. То есть приблизительно 1,2 вольта у нас от 100% до нуля. Кстати, многие говорят о том, что для того, чтобы откалибровать датчик, который показывает вам емкость, его необходимо полностью зарядить и полностью разрядить. Это неправда, потому что в принципе индикатор зарядки работает по напряжению. То есть 100% это 4,2 вольта, 0% это 3 вольта, вот и все. И никак он там не калибруется. Что касается емкости, 36 тысяч мА вроде бы много, да, в телефоне у нас там, аккумулятор в современном телефоне там до 5000, наверное, мА, то есть это говорит о том, что раз 6 его можно зарядить полностью, а так как телефона хватает приблизительно на сутки, если ним просто пользоваться как телефоном, а не смотреть на нем фильмы, то это говорит о том, что в принципе вы неделю можете обойтись этим пауэрбэнком. Но это не так. Почему? Потому что аккумуляторы при максимальной своей зарядке имеют 4,2 вольта, а на выходе у нас должно быть 5. То есть это устройство должно преобразовать напряжение, и по мере разрядки этих аккумуляторов, то есть КПД будет снижаться. Часть энергии вы будете терять в тепло, оно будет рассеиваться, часть энергии уйдет на преобразование в вашем устройстве, которое будет преобразовывать свое напряжение для зарядки, потому что в том же телефоне такие же литиевые элементы с тем же напряжением, то есть 5 вольт им в принципе много. Если же вы будете использовать быструю зарядку, то я лично заряжал свой телефон и видел на выходе здесь 9 вольт. Да, зарядился он реально очень быстро, я такого не ожидал, но теперь давайте разберем. 4 вольта нужно преобразовать в 9, а потом обратно, то есть КПД довольно низкий. Я поставил сюда 12 элементов, 18650, общей емкостью где-то на 26 тысяч мА. Все, что мне удалось забрать из этого устройства, это 14 тысяч. То есть примерно 60% от общей емкости вы сможете забрать. Остальное все рассеется в тепло, в преобразовании и так далее. Но это не значит, что это плохое устройство, потому что эти же правила касаются любого пауэрбанка, который вы купите в магазине, либо соберете сами. Итак, о цене я уже сказал, что если вы будете использовать новые элементы, то он вам обойдется долларов 70. Это нереальная цена, проще сходить в любой магазин и купить уже готовое устройство и не морочить голову с аккумуляторами, со сборкой и всем остальным. Если же вы будете собирать, как я, из бэушных аккумуляторов от автомобиля Tesla, то это устройство вам в целом обойдется примерно в $30. За эти деньги вы тоже можете пойти купить заводской Powerbank, но если вам интересно что-то собрать, то, пожалуйста, в принципе, деньги те же, тут уже решать вам, нравится вам заводское решение, либо вот такого плана. Если у вас есть где взять эти аккумуляторы, не знаю, допустим, вы занимаетесь там ремонтом ноутбуков, либо те же батареи разбираете, либо вам там друзья могут их дать, то тогда в целом, если вы достанете вот такие элементы бесплатно, то вы потратитесь только $8 на покупку самого корпуса. Здесь не надо ничего паять, здесь все просто, то есть такой вот, он легко открывается. Есть вот такой вот слот, минус, плюс, 12 аккумуляторов поставили, шнурочек вставили, если он вам надо, не надо, можете его не ставить. Легким движением руки все это дело закрыли и получили вот такой вот девайс. И еще есть один его недостаток, это его вес. Сам девайс весит до 100 грамм. Но не забывайте о том, что один вот такой элемент весит ориентировочно 50-55 грамм, зависит от его емкости. Итого 12 аккумуляторов плюс вес самого корпуса вы получите где-то грамм 700. Согласитесь, носить с собой в сумке 700 грамм, это довольно сложно. Таким весом в целом можно обороняться. И согласитесь, что не очень комфортно носить почти килограмм лишнего веса за собой. То есть в этом случае он в целом проигрывает, потому что в заводских пауэрбанках используются не такие элементы, там используются плоские аккумуляторы, они намного легче, и вес при той же емкости у вас будет ниже, что будет довольно комфортнее в транспортировке. Если же вы хотите просто пользоваться ним дома, то
Очень рекомендую, отличный девайс. Мне он очень нравится. Беспроводная зарядка работает отлично. Единственный еще недостаток, она довольно скользкая. То есть, телефон надо аккуратно ложить, иначе он может съехать, если неровная поверхность, и перестанет заряжаться, еще и может и разобьется. Либо же, если вы используете чехол на телефоне, то в принципе чехлы силиконовые, они будут довольно плотно здесь сидеть, и ничего никуда не сдвинется. Что ж, подведем итоги. Вот такой Powerbank и какой-нибудь эквивалентной емкости, оригинальный, который вы купите в ближайшем магазине, что же лучше? Если у вас нет аккумуляторов, то проще, конечно же, купить Powerbank в магазине, вы не будете мучиться. Просто пошли, купили там за 30-35 долларов. В принципе, сейчас можно купить неплохой Powerbank там на 30-40 тысяч мА. Если же вам интересно, как и мне, чего-нибудь пособирать, то милости прошу, ссылочку на него я оставлю в описании. Классная вещь. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментарии. Может, вам интересно больше узнать либо о таких аккумуляторах, либо о пауэрбэнках, либо о том, как я их соединяю. Это будет темой моего следующего видео. Так что подписываемся, ставим лайки. Я все-таки старался. А на этом, я думаю, мы с вами попрощаемся. До новых встреч. Пока.